Всем привет! Сегодня приготовим необычные макароны. Готовить мы их будем из обычной гречки. Если вам интересно, смотрите дальше. Сам процесс приготовления ничем не отличается. Также варим сироп, взбиваем белок. Подробно можете посмотреть в предыдущих видео, где я рассказываю и показываю весь процесс. Подробный рецепт я оставлю в описании под видео. Берем обычную гречку, перемешиваем с миндальной мукой. Ставим в кофемолку, все надо перемолоть в очень мелкую крошку в муку. Чтобы легче было перемолоть, добавляем гречки и к миндалю немного смеси сахарной пудры и какао. Потом все надо пропустить через мелкое сито. Макарон из гречки я готовила не один раз. Первый раз я просто взяла гречку, перемолола в кофемолке и выпекала макарон. Но тогда немного можно было чувствовать эти кусочки гречки, так как гречка довольно твердая. Поэтому в следующий раз, перед тем, как молоть гречку, я ее немного подсушила в духовке. Поставить на 90 градусов, примерно на 30 минут. Периодически надо помешивать. К этой сухой смеси мы добавляем белок. Перемешиваем до однородной массы, чтобы нигде не были сухие части муки. Как обычно, варим сироп, взбиваем белки. И добавляем вначале в макронаж 1/3 белков. Все перемешиваем до однородной массы. В этом этапе нам надо просто добиться нежную, однородную массу. Какими движениями будем мешать, тут не важно. Потом добавляем оставшиеся белки и уже аккуратно замешиваем тесто. Обязательно все с дна собираем, мешаем и такими движениями придавливаем тесто, выдавливаем воздух, пузыри, мешаем и придавливаем. Когда вот мы придавливаем эту массу, очень хорошо выдавливаются все пузыри ненужные, и тогда меньше вероятность, что мы перемешаем тесто. Насчет вот этой ленты, которая стекает с лопатки. Тут надо быть очень осторожными, если вы не дружите с макарон. Если часто у вас не получается, лучше оставлять немного гуще, чем перемешать, и оно будет слишком жидкое. Так как с жидким тестом сложнее работать, а с густым потом можно отстучать, и крышечки станут более гладкие. И еще обязательно не перемешать, но в то же время замесить, чтобы белок равномерно распределился со всеми ингредиентами. Это я вам еще дальше расскажу, почему это надо так сделать. Вот видите, тесто довольно густое. Я его выдавливаю, у меня остаются совсем маленькие хвостики. Так как я потом противень могу отстучать, и хвостики распределятся и станут равномерные крышечки. Оставляем макарон сушиться. Время сушки зависит от влажности в вашем помещении. Конечно, еще влияет то, какую муку мы используем. Так как я постоянно выпекаю из разных видов муки, просто визуально надо смотреть. Только отсаженные макарон, они такие влажные, блестящие, а когда они подсушились, они становятся более матовые. Пальцем дотрагиваемся, и они не должны прилипать. Время сушки у меня примерно от 5 до 20 минут, смотря из какой муки я выпекаю. Выпекаю 150 градусов. На первые 5 минут появляется юбочка. Потом просто ждем примерно 8-10 минуту, и в это время наша юбочка поднимается уже максимально. Это время тоже зависит от того, какую муку мы используем. Когда уже видим, что юбочка максимальная или слишком вырастает, приоткрываем дверцу, выпускаем пар, проверяем, как шевелятся наши крышечки, если они еще шатаются, оставляем еще сушиться. И тут я вам показываю, как поднимаются макарон, если мы это тесто плохо перемешали. Белок неравномерно вымешан в тесте, и крышечки неровно поднимаются. Один бок больше, второй совсем может не поднялся.
Когда прошли 8-10 минут, юбочка выросла, я обычно снижаю температуру до 145 градусов и продолжаю держать макаронс еще на минутку, и потом опять открываю и проверяю. Макаронс я обычно достаю, когда крышечка или вообще не шевелится, или совсем немного она так чувствуется. Визуально даже можно не видеть, а если трогать, можно чувствовать, что она еще шевелится. Можно тогда доставать. Если мы достали макарон, когда крышечка шаталась, то на противне мы их можем оставить до полного остывания. И потом снимаю коврик с противня и даю макаронс остыть. Конечно, если хорошо пропеклись, то и теплые макарон сползают с тефлонового коврика очень хорошо. Еще я вам не советую на одном коврике выпекать разного размера макарон. К примеру, вот эти маленькие макарон, они слишком долго сушились, так как я их отсаживала вместе с большими макарон. Большим крышечкам надо было сушиться, в то же время маленькие надо было уже выпекать. Но я еще ждала, пока высушатся большие крышечки. И поэтому у меня большие крышечки хорошо поднялись, не кривые, а маленькие, один бок поднялся красиво, второй не успел. Вот тут эти два фактора влияют. Плохо перемешанный белок с остальными ингредиентами. И второе, вот я пересушила эти маленькие макарон. Я раньше, когда выпекала макарон, у меня часто получились вот такие, один бок поднялся, второй не поднялся. И я вот сколько искала информацию, я нигде не могла найти, почему поднимается неравномерно. И вот только сейчас, после долгого времени, когда я сама уже знала, что я слишком мало мешала тесто, боялась перемешать, я поняла, что неравномерно поднимаются, когда белок плохо вымешанный с остальными ингредиентами. Конечно, если бы я выпекала одного размера макаронс на коврике, я бы могла контролировать. Когда вижу, что они неравномерно поднимаются, можно или увеличить температуру в духовке, или снизить. Но так как у меня были и маленькие, и большие, мне надо было выбирать. Или я выпекаю красивые большие макарон, или маленькие. Я вот пожертвовала маленькими, оставила, пусть они неровно поднимаются, в то же время большим хорошо дала и высушиться, и выпекаться. Вот видите, большие не кривые, потому что они побольше диаметра, и они не были пересушенные. Вот эти два фактора влияют на такие неровные крышечки. Плохо вымешано тесто и пересушенные макароны. Макаронс получается нереально ароматные. У них яркий выраженный вкус гречки. Если гречку мы просушили, то макаронс по структуре получается такие же самые, как обычные макарон. Крышечки из гречки тоже могут получиться без пустот внутри, так как пустоты внутри образуются не только от того, какую мы муку используем, но еще от того, как мы правильно-неправильно приготовили сироп, вымешали или перемешали тесто, как выпекали, слишком низкая или слишком высокая температура. Мне по вкусу эти макарон очень и очень понравились. Конечно, очень яркий гречневый вкус, поэтому шоколад, какао и ванильный нежный ганаш тут подходят просто шикарно. Не бойтесь экспериментировать, порадуйте близких, удивляйте гостей. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые эксперименты и рецепты. Всем пока!